Вы осознаете, какие последствия принесут ваши действия для Германии? Да, я желаю лучшего моей стране. Как называется ваша партия? Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. НСДАП. Могу ли я узнать ваше имя? Адольф Гитлер. В холодный ноябрьский день жители Мюнхена занимаются своими повседневными делами. Но сегодня необычный день. Тысячи вооруженных радикалов, известных как брауншарты, вышли на улицы. Хотя Великая война уже закончилась, немецкий народ живет в напряженной и тревожной атмосфере. Инфляция вышла из-под контроля, и увидеть ценники с триллионными цифрами теперь не редкость. Это лишь вопрос времени, когда ситуация достигнет критической точки. Цены на марки доходят до 40 миллионов, и это сумасшествие. Привет, с вами Илья. В этом ролике мы разберем, как Германия, обремененная долгами и пережившая самую страшную гиперинфляцию в истории человечества, смогла завоевать Европу всего за 20 лет. Погнали! Давайте поговорим про нацистскую партию, которая оказалась способной восстановить экономику, но мы также рассмотрим, в чем это не удалось. Но сначала нужно понять, что же на самом деле разорило немецкую экономику. Для этого нужно вернуться к пеплу Великой войны, когда надежда оказалась потерянной. Вскоре после капитуляции Германии 11 ноября 1918 года социалистическое восстание вынудило кайзера Вильгельма II отречься от престола, не назначив наследника. После этих событий немецкая монархия была упразднена, и на ее место пришло новое правительство, известное как Веймарская республика. Это новое правительство было вынуждено подписать унизительный Версальский договор в июне 1919 года. Помимо того, что Германии пришлось выплачивать огромные репарации, была оккупирована промышленная сердцевина страны, а немецкая армия практически распущена. Общественное восприятие новой республики быстро стало крайне негативным. Многие патриотически настроенные немцы винили революцию в капитуляции во время Великой войны. Сформировался национальный миф, который в будущем окажет разрушительные последствия. При почти отсутствии промышленности и населении, враждебно настроенном к налогам, Веймарская республика прибегла к популярному среди экономистов решению – печатанию денег для удовлетворения требований кредиторов. Это неизбежно привело к гиперинфляции, и немецкая марка сильно обесценилась. В конце 1923 года 4 триллиона рейхсмарок равнялись $1. В конце концов, отчаявшаяся Германия обратилась за помощью к британцам и американцам, что привело к введению плана Дауэса. План ввел новую валюту на золотом стандарте – рентную марку, а также предоставил Германии огромные кредиты для восстановления промышленного сектора. При реализации плана Дауэса Веймарская республика несколько лет наслаждалась относительной стабильностью. Но в 1929 году ударила Великая депрессия, и финансирование из США почти мгновенно исчезло. Что еще хуже, многие кредиторы стали требовать возвращения долгов, снова погружая страну в финансовый кризис. На политической сцене начала появляться новая сила – немецкая национал-социалистическая рабочая партия, проще говоря, нацистская партия, основанная в 1920 году. Она использовала страхи среднего класса перед коммунистическим восстанием для привлечения сторонников и продвигала крайне враждебную антисемитскую платформу, требующую расовой чистой Германии. Несмотря на рост популярности на выборах и быстрое превращение в самую популярную партию, нацисты потеряли 2 миллиона голосов на выборах в Рейхстаге в 1932 году. Консервативное руководство решило воспользоваться этой слабостью. Настало время усмирить насильственную партию, включив некоторых ее лидеров во власть, окружив их консервативными министрами и оставив всего несколько союзников в кабинетах. Лидер нацистов Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером президентом Паулем фон Гинденбургом в январе 1933 года. Консервативное руководство думало, что сможет контролировать Гитлера. Как же они ошибались.
Гитлер и его движение вышли из-под контроля. Вскоре Веймарская республика перестала существовать, и нацистская партия взяла полное управление страной. Создав новую тайную полицию, нацисты построили систему насильственного подавления и слежки, пытаясь заглушить инакомыслие и объединить страну вокруг одной цели. Первой задачей нацистов стало решение проблемы безработицы. На деле все последующее десятилетие Германия только и делала, что расширяла свои вооруженные силы под предлогом восстановления экономики. В некоторых случаях вместо реального создания рабочих мест они просто подделывали цифры, поощряя молодых людей вступать в брак через щедрые брачные кредиты, что выводило женщин из рабочей силы. Это уменьшало количество экономически активных людей, создавая иллюзию высокой занятости. Другие сомнительные меры включали засчитывание частично занятых работников как полностью занятых, а также классификацию принудительных рабочих и заключенных как полноправных сотрудников. Кроме того, в соответствии с нацистской расовой политикой, многих евреев вынуждали покинуть работу, а их предприятия конфисковывались и передавались нееврейским предпринимателям, проявлявшим лояльность партии. Фальсифицированная картина экономического восстановления открывала новые возможности для нееврейских немцев, но одновременно причиняла огромные страдания тем, кого считали нежелательными. Это не значит, что программы создания рабочих мест отсутствовали. Нацисты инвестировали сотни миллионов рейхсмарок в различные проекты для того, чтобы вернуть немцев к работе. Таким образом, миллионы немцев смогли найти работу и занятость на оружейных заводах Гитлера. Но другие проекты были менее традиционными. Используя существующую трудовую программу под названием «Добровольная служба труда», нацисты заставляли безработных и людей на пособиях работать на тяжелых работах, таких как сельское хозяйство или расчистка земли для масштабных государственных проектов. Сотни тысяч немцев трудились в ужасных условиях за меньшую плату, чем давала программа получения пособий, а те, кто был недоволен, попадали в ранние формы концлагерей. Тем не менее, для нацистов эти страдания рабочих являлись обнадеживающей статистикой. К 1935 году безработица снизилась всего до 2 миллионов человек. Но если учитывать принудительных работников, заключенных и женщин, выведенных из рабочей силы брачными кредитами, реальный уровень безработицы был примерно вдвое выше. Несмотря на шаткую основу, немецкая экономика росла, но этого было недостаточно, чтобы покрыть расходы правительства. Вместо того, чтобы ограничивать амбиции, нацисты прибегли к масштабному дефицитному финансированию. Немецкие экономисты внедрили сложную систему кредитных билетов под названием Мейфо, своего рода облигации, которые позволяли создавать и тратить огромные суммы денег, не вызывая новой гиперинфляции. Эти Мейфо фактически действовали как государственные облигации и позволяли нацистам тратить деньги, которых на самом деле не существовало. Сначала это казалось успешным, но постепенно все рушилось. Немецкое правительство тратило колоссальные суммы денег на перевооружение и общественные проекты, исходя из того, что все будет компенсировано грабежом и захватом земель в будущих завоеваниях. Долгосрочных экономических планов не было, никаких попыток стимулировать внешнюю торговлю или думать дальше ближайшей войны не предпринималось. По мере того, как государственный долг стремительно рос, нацисты не задумывались о том, что случится, если они проиграют войну, на которую делали ставку. Вместо этого все ресурсы направлялись на обеспечение победы. Каждая субсидия и каждая инвестиция шли на производство и инженерные проекты, почти полностью игнорируя потребительские товары. Все нацистские программы от создания рабочих мест до общественных работ и даже расовой политики служили лишь одной цели – перевооружению. Одним из самых известных проектов того времени стала сеть автобанов. Финансировалась она частично законами, выделявших миллиард марок на инфраструктурные проекты. Автобаны рекламировались как современная система шоссе, по которым немецкий гражданин будет гордо путешествовать на своем новом автомобиле. Но у этого проекта была и другая цель. Гитлер видел автобаны как ключевые артерии для новой системы военной мобилизации. Он представлял колонны танков, движущиеся по дорогам, защищенные толстой бетонной оболочкой, возвышающейся над трассой и блокирующей атаки с воздуха. Но воплотить это видение не удалось. Бетонные тоннели так и не построили, а дороги оказались слишком ненадежными для движения тяжелых танков. Даже система размещения дорог делала их полностью бесполезными для военной мобилизации, так как они находились
слишком далеко от линии фронта. Гитлер лично прокладывал маршруты через самые живописные места Германии и настаивал на самых современных мостах и конструкциях дорог, чтобы создать образ единой и идеалистической страны. Однако правительство столкнулось с проблемой. Средний гражданин не мог себе позволить автомобиль. Так кто же тогда будет пользоваться новыми дорогами? В качестве решения Гитлер придумал народный автомобиль, который мог позволить себе абсолютно любой гражданин Германии. Volkswagen – народный автомобиль. Теперь обычные граждане могли купить и ездить по новым живописным трассам через самые красивые немецкие пейзажи. Была запущена масштабная рекламная кампания и программа оплаты для рабочих. Сотни тысяч людей с энтузиазмом подключались. Но, как и многие в этот период, все в итоге использовалось в служении одной главной цели – перевооружению. Несмотря на то, что 340 тысяч работников вложили 110 миллионов рейхсмарок в программу покупки автомобиля, ни один из них машину так и не получил. Все средства, собранные компанией, шли напрямую на дальнейшие расходы. Владение автомобилями в Германии действительно немного увеличилось, но автобаны были не столь успешны, как утверждала немецкая пропаганда. Даже к 1939 году железные дороги оставались основным видом транспорта. Эти годы трат на военное перевооружение не остались незамеченными. Гитлеру приходилось придумывать всевозможные оправдания для иностранцев, чтобы объяснить расширение вооруженных сил. К удивлению многих, Германия внезапно проявила огромный интерес к производству тысяч пассажирских самолетов и сельскохозяйственных тракторов. Эти машины существовали лишь на бумаге. Но ни Мессершмитт, ни танки, сходящие с конвейеров, ни винтовки и гаубицы, производимые тайно гражданскими фабриками, невинными не были. Этот скрытый военный рост завершился в 1935 году введением обязательной военной службы. К концу года армия насчитывала почти 800 тысяч человек, более чем в 8 раз превышая лимит, установленный Версальским договором. Последние безработные мужчины, не относящиеся к еврейской национальности, были мобилизованы, а на бумаге безработица была полностью ликвидирована. В результате Германия вступила во Вторую мировую войну в значительно лучших условиях, чем в конце Первой мировой. Валовый национальный продукт вырос с 60 триллионов рейхсмарок в 1932 году до более чем 100 триллионов в 1939 году. Всем казалось, что Германия полностью восстановила свою мощь. Хотя безработица снизилась, а производство и капитал выросли, многие из так называемых занятых немцев фактически трудились в лагерях, а рост капитала полностью зависел от полного успеха войны. Более того, выгоды от всего этого экономического успеха шли в основном тем, кого считали истинными немцами. Неспособная выдержать танки Гитлера, нацистская экономика снаружи выглядела блестящей, но внутри была пустой.